Гостем сегодняшнего подкаста является Ольга Благовещенская, преподаватель, показывающая как так и англоязычным студентам все прелести и минусы предпринимательского мира, предприниматель, который принимал участие в запуске проектов в разных сферах, включая медицину, IT и образование, также ученая, дочь и просто удивительный человек. В этом разговоре вы узнаете, как закончить школу с золотой медалью, побороть синдром отличницы с помощью IT, какую роль наука заняла в ее жизни, как написать диссертацию, ну и, конечно же, как быть предпринимателем в целом и в Томске, и как с отечественного рынка выходить на международный. Это Кадыровский подкаст, и вам всем приятного слушания. Собственно, как ваши дела? Хорошо, я полна энтузиазма. У меня супер активный, почему-то продуктивный конец года. Такой, наверное, какой он должен быть в идеале. Много новых предложений и проектов уже на следующий год. Хотя я не планировала писать никакие вот эти модные подведения итогов, планы на следующее. Оно все само подвелось и запланировалось. Я этому очень счастлива. Хорошо. Проекты какие? Это какой-то бизнес-проекты? Россия, не Россия? У меня были 2 моих бизнес-проекта, которые вынуждена была поставить на паузу, потому что в какой-то момент времени нужно принять, что у тебя есть только 100%, и на 100% делать все проекты, заниматься наукой, и преподавать, и писать диссертацию невозможно. По остаточному принципу получается очень плохо. Проекты абсолютно не жизнеспособные, потому что я, как идейный вдохновитель, всю команду обычно собирала, мотивировала, там, накидывала задачи. И когда фокус внимания абсолютно на другом или на всем сразу, проекты начали страдать, команду стало жалко, и я поставила их на паузу. Вот, но сейчас пришло предложение возобновить все эти проекты с участием студентов, самых активных и предприимчивых, для того, чтобы делегировать им вот эти вот задачи. Это было и их желание в том числе, и инициатива от института. Я решила, почему нет? Мне не жалко поделиться этой идеей. У меня есть команда, есть те, кто как исполнители могут хорошо выполнить все эти задачи. Нужен просто какой-то воодушевленный человек, и студенты на эту роль сейчас очень хорошо подходят. Поэтому да, есть надежда, что в новом году проекты реанимируются, и что-то из них действительно получится. А как вы для себя приоритеты выстраиваете в этом плане? Ну, то есть, надо написать диссертацию. Почему вообще диссертация важна? Почему научка важна? Почему важна научка? Очень хороший вопрос, на самом деле. У меня никогда не было цели заниматься научкой. Я пошла работать первый раз сразу после школы. Мне очень понравилось ощущение зарабатывания денег, понимание, сколько я стою на рынке. У меня была цель, у меня аналитический склад ума, у меня все через планирование, через постановку целей. Я решила, надо поработать в разных сферах, получить разные компетенции и выбрать то, в чем я хороша. Научка получилась сама собой. Я не могла плохо учиться, мне стало нравиться писать научные статьи. Оказалось, что я быстро это почему-то делаю, почему-то быстро и хорошо, как люди обычно не делают. И все сложилось само, несмотря на то, что я заканчивала заочное отделение. После заочки люди не возвращаются вообще в науку. Заочка обычно у нас для галочки, работающие люди, получить корочку и пойти дальше. Поэтому люди, которые знают, что я училась на заочке, встречают меня в университете, очень сильно удивляются. Я год брала перерыв, только работала, думала, чем заниматься дальше в жизни, и научка сама всплыла в моей жизни с какими-то предложениями, и я решила, что, наверное, если из какой-то двери горит яркий свет, и тебя все время туда манят, и рады тебе, и готовы, и там признают твою экспертность, очень глупо от этого отказываться. Поэтому кандидатская диссертация, научка пришли частично сами собой из-за того, что я делала задачи, которые делала эффективно, там, качественно на каком-то уровне. И когда пришло предложение написать кандидатскую диссертацию достаточно быстро, там, в течение года, я решила, что очень глупо от этого отказываться, когда люди тратят на это 3-4 года, я могу сделать за год, потому что есть наработки. Зачем нужна степень? Степень больше нужна для научного мира. Откровенно говоря, в предпринимательстве
Это иногда хорошо в каких-то IT-компаниях, которые связаны с грантами. Для них это, безусловно, плюс. Тебя скорее возьмут, когда у тебя там на каком-то инновационном уровне хорошем работа или статья, и когда у тебя есть степень. Это вот реальные примеры. Там в Томске есть такие компании, которые на эти вещи смотрят. Для науки это возможность писать то, как ты хочешь, и о чем ты хочешь, независимо. То есть сейчас я вот выйду, напишу статью, ну я кто? Ну, я приятный, интересный человек, да, но на этом все, никто меня слушать не будет. А когда у меня будет степень, я смогу писать, о чем мне хочется. Больше свободы, больше будут, наверное, прислушиваться. Для этого степень в научном мире и нужна. Для того, чтобы ты был услышанным. Окей. Я бы хотел шагнуть немного назад во времени, потому что затронули промежуток. Насколько я знаю, вы закончили школу на медаль. Да. Вот. И вы вот сказали то, что после школы уже работали. Да. И вот это повлияло. Как, собственно, определилось направление после школы или во время школы развития? В школе я хотела быть дипломатом. Окей. Мне давались языки, я их хорошо быстро учила. Я выучила английский с нуля, с уровня не знаю алфавит и как называются цвета, до состояния разговариваю на любую тему примерно за год-полтора. И я решила, что дипломатом быть хочу. Но поняла, что женщина-дипломат это будет очень сложно, это будут разъезды, и совмещение с семьей будет невозможно. Ну и мне сказали, что получение образования дипломата в Томске, это ты будешь просто учителем английского языка, и все, это твой предел. Вот, сказали, что английский должен быть тюнингом, должна быть хорошая база. Я решила пойти на эконом, потому что я не врач, я не юрист, я не химик, я не биолог, кто я? Ну, экономическое образование. Методом исключения? Да, методом исключения решила, что экономическое образование, оно базовое, хорошее, оно пригодится в любом случае, считать деньги, понимать, что с ними делать. Ну и преподаватель английского, американец, был экономистом. Возможно, это связано. То есть сейчас, когда я откатываю назад, я думаю, что да, это, наверное, тоже повлияло, да, поэтому экономическое образование, я сделала ставку на него. Про работу, почему такая сфера, почему инновации. Изначально это были продажи. Я работала в продажах, прошла весь цикл продажника, колл-центры, набор менеджеров, обучение прямым продажам. Я поняла, что можно продать что угодно, кому угодно, за любую цену. Это супер школа, она очень эмоционально тяжелая и выматывающая, но если есть возможность ее пройти, ее нужно пройти. Была попытка открытия своей клиники. Я для этого проходила все этапы. Я полностью разработала бизнес-план, нашла инвестора, помещение. Но, к сожалению, не сложилось. Да. Договорите, потом будет вопрос как раз-таки про клинику. К сожалению, не сложилось, и я захотела писать дипломную работу на бакалавриате про инновации, про особую экономическую зону. Думаю, как же ее написать, чтобы она была вот не просто как отписка, а действительно хорошего уровня. И я пошла и устроилась в особую экономическую зону, в IT-компанию, потому что им нужен был человек, который знает английский язык, а я на нем свободно говорила. Я туда устроилась для того, чтобы написать просто диплом, и абсолютно влюбилась в IT и в разработчиков. Вот в работу с ними, систему работы, в то, какие это люди, насколько они могут быть особенные, интересные, креативные, какой у них склад ума, и поняла, что это та сфера, с которой я точно хочу связать свою жизнь, заниматься вот только вот чем-то подобным. Окей. А как вы пошли на эконом? И где происходит момент, где я после школы вот иду в эконом, не иду в дипломатию, и я открываю свою клинику? Ну, хочу открыть свою клинику. То есть где начинается вот это предпринимательское начало? Я хочу сказать, что предпринимательское начало, оно у вас с самого рождения начинается. Это вот эти смешные попытки что-то продать, какие-то вот эти вот мысли с детства. Мне в 5 лет какой-то дедушка подарил ведро ранеток, и я пошла продавать его на детской площадке, потому что, ну, зачем? Я пару ранеток съем, остальные можно продать и купить что-то другое. И это происходило постоянно. Я делала игрушки и поделки из оригами, продавала их кому-то там тоже на улице. То есть что-то хотелось изменить. Проект, в котором я участвовала, первый, это была старшая школа. Это семейный проект. Он закончил свое существование только в этом году.
И я поняла, что предпринимательство – это вот что-то такое интересное, и надо вот этим заниматься. Но тогда инновации как-то не настолько меня завлекли, наверное. Я поняла, что необходимость и возможность продавать намного интереснее. И из-за того, что я поняла, как работает клиника, в которой я работала, как менеджер, я там очень быстро выросла, я за год от менеджера стала управляющей. Я поняла, сколько денег клиника зарабатывает, сколько этой клиники зарабатываю я и сколько я получаю из этих денег. Мне очень не понравилось это, я все это посчитала, это была неприятная ситуация. Я решила, что если все держится на мне, я нанимаю персонал, обучаю, контролирую его и знаю весь процесс от и до, то что мешает мне сделать то же самое? То же самое, или что-то изменить, или модернизировать. Какие-то вещи мне не нравились, какие-то хотелось изменить, почему нет? Поэтому, да, захотелось, приобретя опыт и понимая, что я могу изменить любое звено вот в этой цепочке клиники, без специалистов с медицинским образованием, конечно, я решила, что стоит попробовать. Почему не? Надо рискнуть. Окей. И я сейчас работаю в продажах и в IT-компании, и у меня ощущение иногда... Я думал всегда, что первостепенно это технари, причем сильные технари, сильные разработчики, но столкнулся с тем, что больше сначала условные продавцы и люди больше, которые отвечают за бизнесовые вопросы, а разработчики это как не знаю, рядовые, которых всегда можно найти, нанять. Сильных, конечно, прям нет, за сильных держится, но я думал, что изначально IT-компания это разработчики. А сталкиваюсь с тем, что конкретно с тех компаниями, с которыми я работал, сначала бизнесовые вопросы, люди, которые за них отвечают, потом уже разработчики. И как ваш опыт с этим коррелирует в плане, что захотелось клинику, но при этом нет медицинского образования, и где находить сильных людей в нужной области, будь это разработчики, будь это люди с медицинским образованием, и что важно? Тут так много сразу вопросов поднято. Да. Касаемо IT-сферы скажу так. Если вы разрабатываете что-то действительно новое для рынка, то разработчики имеют первостепенное значение. Если вы разрабатываете что-то что уже точно рынку нужно, например, это заказная разработка, то уровень разработчиков имеет очень большое значение. Это не рядовые разработчики. У нас был крупный проект, который держался на одном человеке, потому что таких специалистов больше не было. И больше не было, я говорю, не про Томск, хотя в Томске очень хорошего уровня разработчики, а вообще по России таких специалистов было очень мало, кто вообще способен это сделать, тем более за адекватные деньги. Но да, когда мы говорим про IT-компании, которые сейчас классически воспринимаются как, например, заказная разработка, или компании, в которой я долго работала, она работала по системе White Label, вы разработали один раз продукт, да, вы его совершенствуете, но вы постоянно должны его продавать. Если вы его не продаете, то ваша компания не существует. Это бесконечная проблема, как вообще продать инновационные продукты и товары, тем более на международный рынок. У нас в России это чуть проще, у тебя есть команда разработчиков, они действительно достаточно заменяемые, и тебе нужно свои услуги, разработки, приложений, сайта кому-то продать. Да, конечно, все держится на менеджерах, вам же нужно деньги зарабатывать. Поэтому это, знаете, как с социально ориентированными проектами. Да, у них задача принести благо обществу, но это не значит, что они не зарабатывают. И перед вами, как перед создателем, стоит вопрос, для вас что важнее? Очень много условно этого блага принести или все-таки денег заработать? Здесь тоже IT или инновационная компания. Для вас что важнее? Действительно какую-то инновацию сделать или очень много денег заработать? Поэтому здесь и будет также баланс между разработчиками, их уникальностью и продажниками. Но продажники в любом случае везде нужны. Окей. Как, если как-то выделить в общее ваши ключевые занятия сейчас, это преподавание, это научная работа и предпринимательство? Предпринимательство ушло на паузу из-за того, что невозможно заниматься всем сразу. Тот проект крупный, к сожалению, закрылся.
Поэтому сейчас моя основная деятельность – это научная работа, написание кандидатской диссертации, преподавание, и я веду тренинги и участвую в акселераторе. Окей. А что за акселератор, если не секрет? Акселератор у нас ТГУ выиграл грант. Окей. Акселератор предпринимательских проектов среди студентов. Весной был акселератор от университета 2035. Сейчас тоже какая-то вот история. И тренинги в рамках федеральной программы. Тренинг «Стартап-конструктор». Окей. По всем вузам, вот в этом семестре были все вузы Томска. Мы везде провели тренинг с коллегой. В следующем году у нас турне по России, по каким-то городам будет тоже с тренингом на эту же тему. Окей, круто. Мы выяснили сейчас, как получилось с предпринимательством, как получилось с научной работой. В какой момент появилось преподавание в ТГУ и как? Со второго курса, наверное, мой научный руководитель советовал мне об этом задуматься. Когда я пришла забирать документы на заочку, она очень рекомендовала этого не делать, но я не послушалась ее и все равно ушла на заочное отделение. Одновременно пошла на факультет иностранных языков, чтобы у меня было 2 диплома, и вот работала в клинике, совмещала все это. Затем на заочке меня преподаватели иногда просили поделиться своим опытом управления проектом или управления персоналом, или развития. Я иногда читала лекции. И затем, после выпуска, уже после защиты диплома, мне предложили и заниматься и научной работой в рамках исследований и гранта, и заниматься преподавательской деятельностью в том числе. Несмотря на то, что я планировала когда-нибудь потом быть преподавателем, не знаю, лет, может, через 10, все сложилось иначе. Все эти события мировые, какие были, на мои жизненные планы повлиял очень сильно ковид. Я решила, почему нет? Если это сейчас само идет, и это легко, и это в удовольствие, почему бы не попробовать заниматься этим сейчас? Окей. И что вам больше всего нравится и не нравится лично, как и в преподавании, в тренингах и в научной работе, в каждом аспекте? В преподавании не нравится мне то, что я интроверт, и мне бывает очень тяжело много работать со студентами. Особенно, когда это большие поточные лекции, ты можешь проснуться и понять, что ты вообще сегодня не хочешь видеть людей, а тебя ждет 70 активных человек. И у тебя не получится просто прийти, отчитать лекцию, как это, возможно, у кого-то бывает, и все. У меня почему-то, когда я прихожу, это всегда вот активные диалоги, очень много взаимодействия. Это, наверное, то, что не нравится, это тяжело. И второй момент, не всегда простой для меня, найти баланс между тем, чтобы быть достаточно строгим и идти навстречу студентам. У меня, в принципе, позиционирование, что я не преподаватель, а наставник. Я хочу давать советы, я открыта к диалогу, студенты мне пишут, задают какие-то вопросы, могут задать даже какие-то личные для них вопросы, попросить совета. Но строжиться бывает тяжело, потому что не хочется жестить. Поэтому еще пытаюсь найти баланс, чтобы это было все комфортно. А нравится, в принципе, студенты прекрасные в большинстве своем. Бывают люди, с которыми не просто работать, потому что у них есть слишком свое мировоззрение, ты его не хочешь ломать, но понимаешь, что нужно как-то человека направлять в правильное русло. Но вообще работать со студентами мне очень нравится. У меня есть русские группы, у меня есть иностранные группы. Вся работа разная, потому что разные факультеты, разные институты. Я, если даже читаю один и тот же курс, все по-разному реагируют, и это супер интересно. И это все перекрывает недостатки. Ты, бывает, просыпаешься, не хочешь ни с кем общаться, потом я прихожу, вижу их, и думаю, как могла не хотеть? Они так рады меня видеть. У меня последний раз я приехала на защиту проектов, а они мне аплодировали и свистели от того, что я приехала. Это дает энергию и такой обмен, или когда ты понимаешь, что у человека действительно что-то поменялось в голове, и он понимает, что он занимается не чем-то бестолковым, и он больше вовлечен в процесс, это вот супер отдача. Касаемо тренингов, то, что не нравится, бывает, что изначально студентам закладывают неправильное позиционирование этого тренинга.
Ну, типа, придите, отсидите, что-нибудь послушайте, может, что-нибудь узнаете. И это очень сложно потом в течение тренинга изменить. Ты, конечно, стараешься на эмоциях, там, на харизме, на энтузиазме, но это не всегда бывает легко, когда ты изначально заходишь вот в такую подготовленную аудиторию. И тренинги очень длительные по времени. Это 8 часов от 60 человек. Держать внимание всей аудитории и всем уделить это время бывает непросто. Но опять же, это очень интересно, особенно когда у нас бывают случаи, когда команда изначально большая, там около 15 человек, 2 из них очень вялые, там, не знаю, полуспят. В итоге к концу эти люди становятся самыми активными, они вообще отделяются, сами до конца дорабатывают проект, еще там что-то занимают, потом подходят к тебе и говорят, а где можно найти там финансирование, в каких поучаствовать грантах. И когда ты видишь это развитие в течение 8 часов, но это тоже дает там энергию, толчок заниматься этим дальше. Это то, что однозначно нравится. Касаемо научной сферы, у нас сейчас небольшой конфликт с научной сферой. Да, если бы нужно было поставить статус наших отношений с диссертацией научной сферы, я бы сказала, все сложно. Я очень люблю тему, которой я занимаюсь. Я изучаю электронное здравоохранение, то есть инновации вообще, в принципе, в здравоохранении, то, как они должны развиваться и продвигаться, как к ним относятся потребители абсолютно разных категорий. Эта тема выбрана по очень многим причинам, потому что это инновации, потому что я из медицинской семьи, у меня 7 поколений врачей, поэтому это очень личная история, почему я занимаюсь здравоохранением. Потому что мы все столкнулись с проблемой того, что должны были быть на дистанции друг с другом, но медицинские услуги получать было нужно. И все вот так вот складывалось, все последние события, что я поняла, что моя тема действительно супер актуальна. Но бывают кризисы, потому что в основном люди, которые занимаются наукой, они более старшего возраста, у них есть какое-то видение и понимание, как это должно быть. И я постоянно сталкиваюсь с вопросами в духе: я боюсь, что роботы меня будут лечить и убьют. Ну, что-то вот из вот разряда вот этого. Или там, а как будут смотреть мое горло на расстоянии? Вдруг они что-то не увидят. И ты много раз объясняешь одно и то же и поясняешь, что это скорее вспомогательные технологии. Это не то, что там здравоохранение полностью заменяет, но это то, к чему нужно прийти, потому что можно и нужно разгрузить врачей, помочь им, повысить эффективность, собирать данные, обрабатывать их. Но да, научное сообщество не всегда к этому готово, поэтому к этой теме относится по-разному. Кто-то воспринимает ее ярко-агрессивно. К сожалению, совсем, или к счастью, нейтрального отношения нет. Здесь либо те, кто за и фанатики буквально, либо те, кто категорически против, боятся роботов, там, железа и всех вот этих технологий. Поэтому, да, я сталкиваюсь достаточно часто с этой проблемой. Но это творческий процесс. Сейчас у нас с диссертацией временный кризис. И мы надеемся его преодолеть. Хорошо, ну это интересно. Интересные отношения. Вот. У меня вопрос по стартапу, про который вы рассказывали, который запустился в Кремниевой долине. Вот. И вопрос больше про то, как с РФ рынка перейти на международный, ну и как, в принципе, прийти к стартапу в Кремниевой долине. Я бы сказала, что чаще всего это тяжело и больно. Потому что когда ты... Ну, во-первых, чтобы прийти в Кремниевую долину, ты должен сделать не просто что-то чуть лучше. Ты должен сделать что-то совершенно инновационное. Что-то, что действительно может взорвать рынок. И что-то действительно уникальное. И там бесконечное количество вопросов, которые нужно решать. Казалось бы, ну да, 3D-принтеры, они есть.
экструдеры, материалы, из которых печатают, тоже они есть в мире. Теперь они печатают круглые дома, но будут печатать в Америке. Какая проблема? Бесконечное количество проблем. С какой скоростью эта головка двигается, как экструдер должен застывать, из чего он должен быть, какой должен быть толщины. Это вот каждую неделю и каждый день одни и те же разговоры и бесконечное тестирование одного и того же. Здесь этот проект вышел на международный рынок, потому что это был совместный проект томской компании и инвесторы, предприниматели из Америки, которые в этот проект вложился. Так что частично это была изначально заказная разработка и исследование, а затем это был совместный проект. И из-за того, что принтер все-таки удалось разработать, он попал в Кремниевую долину на таком он уровне. И если мы говорим про какие-то более простые проекты, в духе White Label, компания, в которой я работала. Это американская компания, у нее просто офис находится в Томске. Официально она американская, вся работа только на английском языке, менеджеры тоже есть в Америке. Она работала по всему миру. Потом у меня была еще одна компания тоже, которая работала там по схожей системе. В чем сложность? В том, что вам нужно понимать, что любая другая страна, там все работает совершенно иначе. И даже если мы говорим про white label, там тоже достаточно ограниченный перечень того, что вы можете изменить. Вы не можете поменять абсолютно все. И нашим людям, дизайнерам, разработчикам очень сложно, например, не знаю, выходить на азиатский рынок или на Индию. Вы видели индийские сайты? С индусами, в принципе, каждый день приходится мне лично сталкиваться. Ты видишь этот сайт, и тебе хочется плакать. Потому что ты не понимаешь, куда смотреть, оно все везде горит, как-то мигает. Китайские сайты то же самое. Ты думаешь, это, наверное, просто на коленках написано, потому что это какая-то безвкусица, а он у них рабочий. Вот у них работает так. И у них наши ВКонтакте, они вообще их не поймут. Они решат, что это недописанный сайт, это какой-то шаблон чего-то. И эту специфику рынка нужно понимать. В Китае, в принципе, зайти очень сложно, если это вообще реально. Те проекты, которые мы занимались, для них Китай был закрыт. Европа сложна тем, что много маленьких стран, у всех своя специфика, и ты, откровенно говоря, просто замучаешься подстраиваться под каждую страну. Поэтому обычно берут такими крупными условно мазками. Индия, Африка, Америка. С Америкой проще всего работать было, потому что там не так много нужно было менять. Но наш способ работы был через интеграторов и через дилеров. Ты выбираешь какого-то партнера, смотришь, как он продает, или продаешь вместе с ним, и затем можешь спокойнее и комфортнее выйти на рынок. Это не так прибыльно, как самому, казалось бы, но риски меньше и затраты меньше. У нас был опыт найма, видимо, это директор по развитию, будет правильнее сказать, который работал в Microsoft. За какую-то страшную сумму он проработал, наверное, больше года в компании, но нужно быть готовым все внутри менять для того, чтобы выходить полноценно только на американский рынок. И поэтому нужно принимать решение, с кем ты работаешь. Невозможно, чтобы один и тот же менеджер работал у вас со странами СНГ, Африки, Индии и Америкой. А дробить менеджеров тоже очень рискованно. У тебя должно быть их либо очень много, либо они должны быть взаимозаменяемые, либо ты должен знать, что ты будешь делать, когда у тебя уйдет один суперменеджер, который работает с Америкой. Но да, здесь я бы сказала, наверное, что через дилеров проще работать. От проекта, конечно, зависит, но вот white label это так. Когда мы думали, у нас проекты были связаны со здравоохранением, это вообще все сложнее. Выходить на другие рынки, переводить это было все сложно, потому что там сложные медицинские базы данных. Но да, это опять-таки у нас в голове был только вариант рассматривать кого-то, кто уже там живет, знает систему, как там работать, через партнерство, через дилерство. Это проще. Здесь, конечно, есть свои риски, насколько ты доверяешь этому человеку, но заниматься абсолютно самому всем этим очень страшно, в принципе, и сложно, наверное, да. Окей, очень интересная тема. И если вы не знакомы лично, один из будущих подкастов я вижу с основателем томской команды стендапли. Основатель в этом году у них вышел на китайский рынок. И достаточно успешно.
и мне получилось немного про это послушать его лично, его рассказ. И как раз-таки тогда родилась идея, что я хочу до тех пор, пока я здесь, с такими людьми поболтать, и хочу, чтобы это было публично, чтобы люди могли тоже что-то для себя в этом найти. Но сейчас мне лично хотелось бы перейти на более личностную сторону вопросов. Вы, безусловно, занимались и занимаетесь многим, и это я нахожу очень интересным. Но что движет вами повседневно? Почему я этим занимаюсь? Вопрос мотивации. Почему? Ну, это очень философский вопрос. Мне его часто задают студенты. У всех разные страхи и желания. Ну, в принципе, вот жизненная цель. Я хочу реализоваться вот во всех сферах и ролях, которые я для себя вижу. Как преподаватель, потому что мне это нравится, я вижу отдачу. Не хочу просто прийти, прочитать лекцию и забыть про нее. Хочу вот полноценно этим заниматься. Не хочу просто писать статейки, как отписки. Хочу писать вот крутые статьи, которые будут читать, чтобы после этих статей что-то менялось. И пока так получается, потому что, например, после одной из статей на меня вышел коллега из Южной Кореи, и мы вместе писали аналитические исследования на тему здравоохранения. Просто одна статья. Или кто-то хочет публиковаться в журналах Высшей школы экономики. Я тоже очень сильно хотела. Журнал сам вышел на меня, потому что прочитал, как я пишу, и захотела, чтобы я написала. Поэтому хочу реализовываться в науке и в преподавании. И в каких-то личных сферах тоже. Там, как жена, как мать, как женщина. Почему нет? Я прекрасно понимаю, что это все невозможно на 100%. Люди часто предупреждают, что нет. Но найти какой-то баланс, то есть не обязательно читать 100-500 курсов. Ты можешь читать пару курсов, но очень классно, что к тебе будут ходить, про тебя будут знать, тебя будут хотеть слушать, о тебе будут говорить. Почему нет? Или ты занимаешься одной темой, периодически пишешь статьи. Не каждый месяц их штампуешь. Вот у меня есть коллега, мой близкий друг, там у человека невероятная работоспособность. Вот, наверное, для меня это человек-ориентир того, вот как и чем нужно заниматься. Но он может писать статьи, мне кажется, он вообще не спит иногда. Даже не знаю, спит он или ест. Там бешеная работоспособность касаемо производства статей в том числе, хорошего уровня. Ну, пусть я буду писать меньше, но буду писать хорошо. Вот это мной движет, чтобы потом, кто-то любит подводить итоги года, можно в таком духе рассмотреть, чтобы не было такого, что, 22 год прошел, мимо меня, но он прошел. Вот не хочется, чтобы было так. Это то, что мной движет каждый день. Вот бестолково не проживать свою жизнь. Если что-то дано, там, аналитический мозг, какие-то способности, там, не знаю, не боязнь сцены, желание общаться с людьми или там эмпатия, что ты общаешься с разработчиками, очень их любишь. Почему-то не все любят, я не понимаю, как можно не любить. Говорят, сложные люди, потрясающие. Вот, поэтому, да, это то, что движет мной каждый день. Не всегда этого достаточно, конечно, но у всех по-разному. Настроение, работоспособность такое. Волнообразная. Окей. Так, а если вообще изначально затронуть этот вопрос «хочу», откуда берется «хочу»? И берется ли оно из «не хочу»? Вы говорите, что вы не хотите из страха не реализоваться. Это, знаете, есть очень хорошее видео на Теди. Оно мне как-то попалось, когда я не знала, чем заниматься дальше. Был какой-то такой творческий кризис. Я не понимала, хочу я заниматься этой наукой или нет. Или я хочу все-таки полностью уйти в IT и заниматься только чем-то одним. Нужно было принять какое-то решение. Это все было очень сложно, как выбирать, когда ты любишь и то, и то. И мне попалось это видео, и да, это один из способов мотивации. Либо ты исходишь из того, что ты очень сильно хочешь. Не знаю, у меня есть студенты, которые говорят, хочу кататься на ламбе. Я все для этого сделаю. Пожалуйста, если ламба тебя мотивирует, вот ты распечатала себе картинку, видишь ее каждый день, не встаешь по утрам. Супер. Но когда-то это не сработает. У тебя будет какой-то кризис, ты решишь, какая ламба? Снег тут, я не смогу на ней ездить, ее заметет, она будет все время
Не знаю, там наши дороги, где я буду кататься и гонять, не хочу ламбу. Значит, из страха. Ну, не знаю, кто-то будет лучше тебя, это тоже может быть мотивацией. Или я буду неудачником, или все будут думать, что я неудачник. Плохая мотивация, но тем не менее. И в тот момент времени для меня просто это было, да, мотивацией, что в итоге ты не займешься ничем, потому что ты просто не можешь выбрать. Или потому что тебя это недостаточно мотивирует. Вот это тоже может быть как мотивация что-то делать для того, чтобы не произошел твой негативный сценарий. Ну, у всех он разный, и у всех цели разные. У женщины может быть цель «хочу быть только вот женой и матерью». Не осуждаю. Это ее желание, она может этим заниматься, это может быть супер цель, она может быть супер счастлива, действительно, не знаю, там, воспитать будущих миллионеров, и она так реализуется. Ну, а у меня по-другому. Для меня вот в шапке профиля счастливая жена и мать с датами рождения. Я надеюсь, что вы этого не увидите. Никогда. Мгм. Так, ну все-таки от вас слышно, что всегда неопределенность идет от какого-то выбора. То есть я хочу слишком много. Ну, типа, я хочу и это мне нравится. И мне страшно, поэтому надо что-то выбирать. Не обязательно, я А поняла, вот что это не желание, обязательно оно... выбирать. Ага, не, а желание что-то делать, оно аксиоматическое. То есть чего-то в жизни хочется. Да, чего-то в жизни хочется. Тоже может быть. В зависимости от периода времени может быть разная мотивация. Вот сейчас у меня все хорошо, и моя мотивация, потому что мне чего-то в жизни хочется. Мгм. А бывает, ну, ввиду того, что, наверное, ты занимаешься наукой, ты творческий человек, а бывает, что тебе ничего не хочется. Ты думаешь, мне не нужны эти машины, не знаю, путешествия, я ничего не хочу. Ну, во-первых, потому что что-то уже есть, а все остальное, ну, ничего страшного, не хочу этим заниматься. И ты думаешь тогда, а что случится, если ты действительно не будешь ничего делать? И в этот период времени это может быть хорошая мотивация, но постоянно нет. Страхи и осуждения – это плохая мотивация. Но как какой-то пинок, как сильная критика, она же может вас мотивировать. Мгм. Не всегда. Ну, вечно на критике не будешь жить. Это никакой не двигатель. Но в какой-то момент времени это бывает часто у людей, которые добились какого-то уровня и думают, я уже самый классный. И кто-то тебе скажет, что нет, или кто-то окажется лучше. Это не лучшая мотивация, но ты начнешь что-то делать больше, поэтому да. Мгм. Нет, у меня есть желание что-то привнести, поэтому я и взаимодействую со студентами. Вот мой друг, у него нет необходимости работать в университете, он работает. Я его спрашиваю, зачем? Тебе же даже эти деньги не нужны. Он, да, я даже не знаю, сколько я там зарабатываю. Но мне нравятся студенты, я чувствую, что я что-то меняю. Меняю людей, я с ними общаюсь, они на меня смотрят, я им помогаю. И вот это ощущение или желание оставить какой-то, наверное, след, повлиять как-то на людей, ну, позитивно повлиять, это для него мотивация заниматься наукой. Возможно, это тоже является моей отчасти целью. Меня же очень радует, когда у студентов что-то в голове меняется. Мгм. Значит, для меня это мотивация, да. А касательно научки, касательно преподавания, сколько там вообще свободы у вас? Касаемо научки и преподавания, Мгм. а как измерить свободу? Вы хотите что-то делать определенным образом, И и я это можете ли вы себе делаю. это позволить или нет? Я очень характерная. Я хочу делать так, и я так делаю. Ага. Я могу доказывать. Да, научка достаточно часто пытается сломать тебя. Например, это не принято. Ты не должна делать так. Ага. А если ты считаешь, что это правильно только так, ты все равно делаешь таким образом, просто преподносишь это иначе. Объясняешь, почему это так, на основе сравнений. Наука – это вот такая сфера. Ты не можешь сказать, роботы – это хорошо, потому что это хорошо. Ты приводишь какие-то примеры и исследования, и на людей это тоже влияет. Научкой, да, занимаешься, потому что хочешь что-то поменять. Мгм. Научные исследования, я убеждена, могут действительно толкнуть и рынок, и потребителей к чему-то подтолкнуть. Почему нет? То есть, если про какие-то вещи писать не будешь и не будешь что-то исследовать, возможно, все так и застопорится. Потому что, ну... То есть, ковид что-то подтолкнул, но если дальше этим не заниматься, все на том же уровне и останется. Типа, да, здорово, мы созванивались с врачом, было классно, теперь я буду снова ходить в поликлинику. Потому что я привык. Мгм. Я нет. А если вернуться к вопросу вообще о клинике, какой путь прошел от того, когда вы захотели заниматься клиникой, когда у вас появились первые идеи, что этому поспособствовало, а, к тому, что вы начали реально этим заниматься, и к тому, что вы пришли
какой-то точки и решили, что все-таки стоит эту идею оставить? Какой путь? Ну, сначала ты приходишь и работаешь в компании и смотришь немножко со стороны. Ты пытаешься в нее влиться, наблюдаешь за процессами. Затем ты начинаешь понимать лучше какие там внутри процессы и думаешь, а я бы мог и этим тоже заниматься. Наверное, с процессом роста сначала было страшно. Я первые 3 дня хотела уйти. Было очень нервно. Люди, продажи, просто была дикая паника. Серьезно, это бешеный стресс. Я не знаю. Я думаю, что люди, которые изначально работают в прямых продажах, тем более в агрессивных, там прям, да, нервные срывы неизбежны. Я хотела оттуда уйти, но решила, ну нет, я не должна сдаваться, надо пробовать что-то делать. И несмотря на то, что обучение было продажам таким, создать искусственно потребность и спрос и продать. Но такой путь ведет к возвратам. То есть, ну, какой-то процент возвратов обязательно будет. Там из 10 2-3 обязательно. Это вот минимум. А у меня за годы работы был 1 возврат. Больше их не было. Но у меня было позиционирование другое. То есть я не навязывала что-то, скорее опять через доверительное общение, объясняла все преимущества, никого ни к чему не принуждала. И я поняла, что мой опять инновационный подход ведет к другим результатам. И наверняка я могу, в принципе, в систему управления что-то привнести. И ты каждый раз постепенно начинаешь что-то привносить, вот сначала в своей системе продаж, потом в системе обучения, а потом ты понимаешь, как закрывать все эти сделки, как поменять систему работы, и ты думаешь, что, ну да, здесь есть собственники бизнеса, твои руки связаны. Ты понимаешь, сколько денег это приносит, сколько приносишь конкретно ты своими решениями, своей работой, и думаю, что, наверное, стоит рискнуть и что-то поменять. Но вот, наверное, желание что-то открыть свое появляется в тот момент, когда ты понимаешь, что твои личные решения, когда ты не просто исполнитель и делаешь то, что тебе сказали, а когда ты привносишь что-то свое, это приносит плоды, у тебя все больше веры в себя, и ты думаешь, ну все, я предприниматель, и надо этим заниматься. Ну, в принципе, когда мы читаем курс предпринимательства сейчас, мы говорим о том, что можно быть просто предпринимателем в своей жизни. У меня нет такого позиционирования, что те, кто не хотят заниматься бизнесом, брать на себя риски, это плохие люди или неудачники. Вот полное право имеете работать под кем-то, быть счастливы, реализованы, там, быть топ-менеджерами, пожалуйста. Это не для всех, потому что это нервно и рискованно. Потому что, да, я приняла решение, что хочу клинику, занималась я разработкой ее концепции не год, но 6-9 месяцев примерно. То есть я думала, где закупать оборудование, как, искала помещение, искала инвесторов, собирала команду из врачей, из менеджеров. Это заняло вот столько времени, действительно там детальный до мелочей бизнес-план. И когда уже было согласие инвестора, но в последний момент он передумал, потому что это было в другом городе, а человек занимался строительством домов. Он говорит, я не очень все-таки, наверное, понимаю этот бизнес. Вот когда есть пустырь и стало здание, мне понятно, это как это работает. А здесь зашла тетенька страшная, ушла красивая, я не замечу, поэтому мне непонятно. Ну да, наверное, не очень правильно выбранный инвестор. Ну, как бизнес-ангела не будешь выбирать вообще с другой сферы. Здесь, наверное, то же самое. Но потребовалось время, чтобы пережить. Это было очень неприятно. Да, ну ты обижаешься. Больше никогда, я не предприниматель, это не мое, я больше не хочу. Да, и занимаешься чем-то другим. Ну, тоже нормально. Ну, как с диссертацией, там кризис в отношениях, здесь потом как-то налаживается. Окей. У меня будет больше вопросов про личностные. Вопросы могут быть про конкретные области, но они будут входить в личностные вопросы. Хорошо. Больше. Вот. Но немного отойдя от всего, я заметил, вы читаете книги? Да. Ежедневно, много? Как? Нет, тоже периодами. Я же живой человек, я могу позволить себе не делать ничего. Okay. Ты когда-то к этому приходишь. Могу позволить себе прочитать книгу за 2 дня, а могу позволить себе полгода и не читать, потому что они мне надоели, да? Окей. В одном из постов, помню, вы перечисляли, он старый, то, что там
познакомились с такими-то писателями, книгами, вот, вообще очень понравились. Там был «Грозовой перевал» Эмили Бронте, я точно помню. И хотелось перейти к вопросу книг, и не обязательно книг, может, людей или в целом вещей, которые очень оказали большое влияние на вас. Про книги скажу так. Я ненавидела читать. У меня была гимназия с литературным уклоном. У меня было очень много литературы. Международная, русская, стилистика, вот куча всего. Из-за того, что это было искусственно навязано, мне читать не нравилось. В какой-то момент понравилось. Я читаю много, читаю классику, читаю что-то современное. В основном это позорно все. Современное только касаемо управления проектами, наверное, ну, что-то приличное. Все остальное, если мы говорим про художественную литературу, только классика. Почему читаю классику? Потому что это возможность условно приобрести опыт, который ты не можешь приобрести за одну жизнь. Ты читаешь, как люди себя ведут, о чем они думают, и это тебя однозначно обогащает. При общении очень ощущается, какие люди читают, а какие нет. Может быть, не сразу, но как-то это чувствуется. Касаемо того, что на меня повлияло, влияет на самом деле все. Вот все взаимодействия с людьми на тебя каким-то образом влияют. Есть очень сильное влияние, наверное, то, что прям все в голове у тебя там изменилось. Наверное, это вот мой американец, репетитор, да, который помог мне быстро выучить английский, и я поняла, как учить языки. Что-то в голове, какой-то тумблер переключился, и я поняла, что выучить язык без понимания менталитета, культуры, литературы, восприятия вообще мира, именно этих людей невозможно. Поэтому английский выучился легко. Мой научный руководитель. Очень ее люблю. А кто это? Скрыльникова Наталья Александровна. Я не знаю. С первого курса она вела у меня экономику. 10 лет мы уже вместе. Да, я иногда шучу на эту тему, такие длительные у нас отношения. Да, это человек, который очень сильно на меня повлиял. Сейчас я скорее говорю, что это не научный руководитель, уже наставник вообще в научном мире. Потому что человек прививает высокие ценности и стандарты к тому, что ты пишешь. Вот нельзя написать, чтобы написать. Тебе не должно быть стыдно за то, что ты пишешь. И задуматься о преподавании было именно от нее. Заняться наукой, заниматься преподаванием. Поэтому, конечно, на меня сильно повлияло. И так вышло, что курс, который я читаю, предпринимательство, я веду практики. Моя коллега Капелевич Валерия Вадимовна ведет лекции. Это человек, который на меня повлиял. Возможно, она об этом не знает. 2 было преподавателя на заочке, очень классных. Все ходили на лекции, с открытым ртом слушали, потому что, наконец-то, это было не просто перечитка старых учебников, что, возможно, надо бы вот так вот 50 лет назад управляли людьми, а истории из реальной жизни. И я поняла, что преподаватели – это не какие-то скучные дяденьки и тетеньки, а это могут быть модные, современные, стильные люди, которые еще и рассказывают тебе о каких-то реальных вещах, которые связаны, там, это прикладные знания. Вот ты можешь выйти и сразу же что-то с ними делать, а не вот эти в отрыве от реальности. Поэтому да, она на меня тоже повлияла, я поняла, что вот я хочу быть таким преподавателем. Семья. Я не пишу про семью. У меня, возможно, есть одна фотография выставлена с семьей, но семья – это огромная ценность в моей жизни. И вообще, если сложились отношения или вы работаете над отношениями семейными, это те, кто вас поддержит, они всегда на вашей стороне, и что бы у вас ни случилось, вы можете к ним вернуться. Поэтому семья для меня, да, всегда. Ну и удивительно, что у меня династия врачей, по папиной линии все врачи, достаточно известные, фамилия в медицинской среде известная, но никто никогда ни в один момент времени не давил на меня, чтобы я была врачом. Вообще не было об этом разговоров. Ну, то есть меня спрашивали, хочу ли я. Я говорю, наверное, если я от вида крови падаю в обморок, еще нет. Возможно. Вот, поэтому, да, я бы сказала, что это те люди, которые на меня повлияли. В принципе, окружение влияет. Я сейчас получаю очень много поддержки от людей, с которыми я вместе работаю. То есть, если я раньше задумывалась, нужно ли идти в университет,
и как там будет, Мгм. то сейчас на всех этапах я очень часто получаю поддержку, помощь и какие-то советы. И да, конечно, влияет. В IT-сфере не буду перечислять личности, потому что влияние было разное. Вот, ну да, это тоже влияние. Какое-то, как делать точно не надо. Какое-то, как делать стоит. Есть там успешные предприниматели. Ну да, если мы говорим о каких-то людях, их лучше не перечислять, потому что кого-то перечислишь, а кого-то забудешь, будет неприятно. Ну да, в принципе, влияют все. Я могу сказать, что на меня сейчас и студенты влияют. Я общаюсь с ними, и они как-то меня меняют вот каждый день. Особенно, когда они встречают тебя случайно в городе и бегут к тебе, как дети, здороваться. И ты удивляешься, ну, боже. Да, в том году были студенты, которые видели и стеснялись меня. Они там прятались куда-то в угол. Да, а здесь они кричат через все заведение: «Здравствуйте!» Я думаю, боже, ну вы так рады меня видеть. Ну, надеюсь, мы так не будем делать. Как? Стесняться. Не, стесняться не дай бог. Вы можете кричать через все заведение, нормально. Такой вопрос. Любимая компания и почему? Вот просто есть ли? Может, за продукт, может, за то, как она устроена. Любимая компания. Очень сложно сказать, какая любимая компания. Я, в принципе, просто сейчас замечаю вещи, которые в бизнесе сделаны правильно и грамотно на каком-то там интуитивном уровне. Например, я недавно попала в шоурум женской одежды, называется If I Do Brand, и там какая-то такая атмосфера внутри создана, что тебе очень хочется туда возвращаться. Я вообще человек адекватный, но я там была 4 дня подряд. Там очень приятные девушки, там очень хорошее качество вещей, мне там настолько понравилось. И вот это все в мелочах. У них находится этот шоурум не на первом этаже, там достаточно некомфортная лестница, а у них на табличке написано: вы сейчас поднимались на лестнице, там скинули столько-то калорий. Вот это вроде никому не нужно, казалось бы, да? Я же явно не считаю, сколько калорий я скинула, пока по лестнице поднималась. Но у тебя ощущение, когда ты уже открываешь дверь, что о тебе заботятся. И внутри тоже это ощущение заботы, оно во всем. То есть тебе ничего не навязывают. 100-500 раз не предлагают помощь, как это часто бывает. Есть у каких-то брендов и не очень хорошая репутация в этом ключе, когда тебе миллион раз спросят, нужно ли помочь, а у тебя весь вид уже говорит, что очень нужно не помогать. Наверное, из бизнесов, которые сейчас есть, я не могу сказать, потому что не помню, когда появился самокат, но все мое взаимодействие с ним было всегда крайне успешным и приятным. Мне понравилось, да. Есть какие-то крупные бренды, с которыми у меня было какое-то взаимодействие, я удивилась их там клиентоориентированности. Например, я заказываю одежду давно уже не в России, в основном в Америке, в Европе, и были какие-то неприятные иногда казусы с заказами. И да, ты звонишь напрямую, объясняешь ситуацию, и тебе могут там полностью вернуть там денежные средства за большую посылку, не разбираясь в деталях, как у нас делают мелкие бренды. А вы сфотографируете, а вы подсветите, а вы там унесите, там, покажите там заключение экспертизы. Здесь просто вам некомфортно, неудобно, видимо, действительно так, там действительно проблема в пластике, мы возвращаем вам все деньги. Поэтому все дело, да, в клиентоориентированности, а самокат, ну, это что-то новое, уникальное, удобное. У них интересная концепция, у них хорошие продукты и товары. Пока я за ними каких-то вот неприятных моментов не заметила. Как они часто в бизнесе бывают, все равно что-то да не так. Здесь нет. Все было хорошо. Самих самокатчиков жалко, которые зимой на великах рассекают. У меня собака боится обычно людей, когда они приходят, а самокатчиков она всех уже знает, она покорно сидит рядом и ждет, пока они дадут еду. Она их даже не облаивает. Я думаю, ну, энергетика хорошая у компании, даже собак не лает. В этом плане я замечаю то, что в России очень рынок не только айтишный, но в особенности айтишный, потому что другого опыта взаимодействия у меня мало. Очень хорош, и продукты, которые появляются здесь. Онлайн-банкинг как Тинькофф – это вообще что-то уникальное. Самокат тоже прекрасные примеры, и я замечал, что за рубежом, оказывается, не так удобно жить.
местами. Там вообще, вы знаете, во Франции там до сих пор вот эти вот книжки, куда нужно выписывать чеки. Там люди не могут... Им проще забыть про 100 евро вообще, чем разбираться, что с ними делать. Сервис в Европе действительно страдает. Мой друг живет в Германии 6-й год. Он там получает гражданство. Я у него спрашиваю, что он будет делать после получения гражданства. Он говорит, в Россию вернусь. Но он говорит, это невозможно, потому что там жить. Он там покупал квартиру и говорит, у нас риэлторы, когда ты в России покупаешь квартиру, сделают для тебя все. Они под тебя полностью подстроятся, под твое время, под твои условия, даже вот самые безумные. Там, говорит, ощущение, что я хочу продать им квартиру, а они не хотят ее покупать. То есть я им напрямую говорю, у меня есть вот эта сумма, я хочу вот эту или вот эту квартиру, я уже сам нашел ее, сказал им время, но они могут не отвечать мне неделями. Да, или ты приходишь в банк, и тебя торопят. Я, говорит, спрашиваю, почему? Ну, у меня личные дела, я сегодня пораньше собиралась уходить, вы не мешаете личным делам. Поэтому, да, мы это не ценим, что мы можем легко перевести там денежные средства с карты на карту, себе там перекидывать, людям другим, абсолютно там не задумываясь над тем, как это сложно. Там такой роскоши нет. У нас можно заказать там многие вещи, у нас клиент-ориентированность лучше. И это говорят люди, которые долгое время живут в Европе. Но мы все равно жалуемся, да. Нам кажется, что в других местах лучше, но это не так. Иногда стоит общаться с людьми, которые живут в других странах, чтобы понять, что нам еще где-то повезло. И российские бренды, да, они какие-то... Айтишные компании 100%. Ну, у нас и многие айтишники занимают там какие-то места вообще в мировых конкурсах разработчиков. Но и бренды производства вещей в том числе, российского производства, это хорошие, качественные вещи. Но из-за того, что в голове есть стереотип, ну, как раньше было, сделано в Китае плохо, сейчас, слава богу, это меняется. Люди понимают, что сделано в Китае, просто завод там в Китае стоит. Мы же не говорим, айфоны все плохие, потому что они в Китае сделаны. Ну, нет, мы принимаем, это сделано и сделано. Ну, и надеюсь, что когда-то изменится отношение к тому, что сделано в России. Окей. Хочется в это верить. Если вы сейчас могли бы вернуться в точку в прошлом, вот вы в школе, вы хотите стать дипломатом, и вы рассказываете о том, какая вы стали, да, там список условно вещей. Поверила бы та версия вас, и что бы вы ей посоветовали? Я такой неприятный человек, что та версия меня была бы мной недовольна. Да, потому что я всегда хочу большего. Есть такие люди, ты только это получил, и сразу думаешь, что еще. Очень нужно уметь радоваться в моменте. Той версии себя, да, я бы дала совет, что не стоит расстраиваться из-за многих вещей, потому что они потом очень быстро забываются, и жизнь от этого не рушится, не ломается. И когда что-то само идет тебе в руки, не нужно очень настойчиво от этого постоянно отказываться. Да, на самом деле момент школьный, меня звали потом в лицей рассказать свою историю. Тогда не вышло, но ей стоит поделиться. Несмотря на то, что я так закончила школу, легко, играючи, с медалью, я не поступила на бюджет. Никто этого не ожидал, ни школа, ни родители. Это был огромный удар. Для меня это было вообще позорище. Все поступили, я нет, я самая глупая, я там вселенское разочарование. Но на самом деле это лучшее, что со мной случилось. Вот действительно, это событие, не поступление на бюджет. Если бы не оно, я бы не перешла на заочку, я бы не пошла на ФИЯ, я бы не работала, я бы, как все, спокойненько сидела там 4 года, училась на очке, а потом бы сразу пошла, наверное, в магистратуру, потому что все пошли. Но этого опыта не было, я бы точно здесь не сидела, мне бы 100% было нечего рассказывать. Поэтому, казалось бы, вселенская трагедия тогда, это оказалось лучшим событием. Да, это очень классный жизненный урок. Я часто об этом думаю, когда у меня сейчас что-то происходит, не очень позитивное. Я думаю, ну ты же не знаешь, что будет дальше. Может быть, это действительно снова лучшее, что могло с тобой случиться, и дальше именно это приведет к успеху. Окей. Мне очень нравится.
Ну и в целом, на самом деле, с моей личной стороны, это все вопросы и темы, которые я хотел покрыть. Есть еще что-то? Есть вообще интересная тема для меня. Я бы вам хотел задать вопросы относительно того, вы закончили школу с золотой медалью. Мгм. Прилежность, синдром отличницы, это Ну, все про вас прилежности или не нет? было. Нет? Нет. У меня не было прилежности, потому что мне какие-то предметы давались легко. Я алгебру, геометрию всей параллели решала. Я плохо себя вела. Ага. Меня ругали по громкоговорителю. Я была той школьницей, которая... Я несколько раз меняла школу. Мне все время хотелось новый уровень сложности. И в 11 классе я пришла на первый учебный день в короткой шотландской юбке и в галстуке, и на каблуках. Я была такая отличница. Мгм. Больше, наверное, выглядела как bad girl, Ага. но почему-то за всех еще все решала, да. Поэтому... Но синдром отличницы был. Да, но я очень быстро его себе переборола. У меня была очень первая сессия тяжелая. Я Мгм. решила расслабиться. Сейчас этого нет. Но этому, кстати, научила IT. Я узнала термин MVP и поняла, что лучше сделать просто достаточно иногда, чем делать лучше всех. Мгм. Ну, вот, сделанное достаточно лучше, чем не сделанное. Поэтому Мгм. сейчас перфекционизма и синдрома отличницы нет. Мгм. Но мне было интересно узнать, вот как раз, если вы были каким-то прилежным человеком, который исследует всем системам и так получили свою золотую медаль, тогда как это коррелирует с вашей текущей персоной? Но так как этого не было, все понятно. всё хорошо. Все нормально, да? Да. Ну да, так и есть. Мгм. Да, надеюсь, я не тот отличник, который будет наниматься на работу к троечникам. Мгм. Не та история, да. У меня нестандартный путь, у меня была нестандартная учеба, нестандартное обучение в школе, в университете. У меня все вот какое-то вот такое, не как у всех. Мгм. Наверное, это хорошо, да. Но перфекционизм и синдром отличника, он присутствовал, над этим нужно было работать. Надеюсь, что да, сейчас я в основном от этого избавилась. Мгм. Потому что это очень лишние вещи в этом мире. И очень часто никто этого не ценит. Есть вещи, которые делать нужно лучше всех, если ты понимаешь, для чего это. Мгм. Ну, а какие-то нет. Окей. Мгм. Ну, тогда, наверное, все. Да, спасибо вам Спасибо. большое Не за за то, что что. пришли, уделили время. Да. Вы слушали Кадыровский подкаст. Гостем была Ольга Благовещенская, а ведущими Богдан Шипилов и Арыстан Кадыров. Спасибо, что дослушали до конца. Очень надеемся, что вам понравился жизненный и предпринимательский опыт Ольги. Ждите новых выпусков. Ну и, конечно же, все в этой жизни пройдет. Главное, не мимо нас с вами.